Я все сегодня вспоминал, эм, и никак не мог вспомнить, рассказывал я вам или нет эту историю. Значит, я коротко постараюсь ее вспомнить. Поражаюсь, при, как бы превью, поражаюсь тому, насколько европейцы э, доверчивые, спокойные, расслабленные, насколько они готовы верить людям на слово. Почему я так считаю? То есть у них нету такого вот свойственного для россиян напряженного, такого сгруппированного состояния, что каждый момент, каждую секунду может возникнуть какая-то кризисная ситуация. Здесь люди буквально на расслабоне, а про Испанию я вообще не говорю, тут супер расслабленные люди. Вот вам такая история. Значит, я в середине лета 22 года, еще до того, как я узнал, что на меня возбуждают уголовное дело, сфабрикованное, я решил, что я слишком долго не выезжал за границу, теряю навыки французского языка, то есть последний раз во Франции я был в 2019 году. И вот летом 22 года я решил получить визу и поехать во Францию на несколько месяцев, чтобы вспомнить французский язык. Тем более, что у меня там друзья живут. Французскую визу было долго ждать, и я заказал испанскую визу. Вот так вот получилось по совпадению. И еще до того, как объявили мобилизацию, я забронировал себе билеты на, соответственно, выезд из России, потому что мне показалось еще до мобилизации, что ехать через закрытый аэропорт Сочи, ну, в смысле, аэропорт открытый, а в Краснодаре закрытый, то есть через Сочи выезжать будет тяжело, я подумал, что проще всего будет выехать через Санкт-Петербург. То есть тогда еще, летом 22 года, граница была открыта, никто ее не собирался закрывать, ходили автобусы из Питера в Хельсинки, и я думал, что я выйду в сентябре и уже внутри Европы дешево полечу. Кто ж знал, что будет мобилизация, правда ведь? Так вот, по купленным ранее билетам, я в самый последний момент выезжаю, уже автобусы не ходили, я нашел попутчика, выезжаю в Евросоюз через Финляндию. Еду в Хельсинки и думаю, где же мне жить? Билеты у меня, ну то есть мы выехали поздно вечером, улететь в тот же день я не мог. Нужно было найти где-то жить. Ну, в общем, я воспользовался сервисом Airbnb. У меня хороший друг, который помог мне из Грузии оплатить своей грузинской карточкой это резервирование, потому что российские карточки не работали. Я резервирую комнату со спальным местом. Ну, я думаю, что я приеду недалеко от аэропорта, пересплю ночь и на утро улечу в Барселону. То есть билет у меня был такой сложный, я купил, но очень дешевый. Сложный билет. Я перелетал на самолете из Хельсинки в Копенгаген. Там пересадка в течение суток. И потом из Копенгагена самолет летел в Барселону. Ну, понятно, что это другой самолет. Но вот такой у меня был билет. Я никогда не был до этого в Дании. Я думал, как раз будет возможность в течение ночи, ну, в смысле вечера, ночи посмотреть Копенгаген. Как я был неправ на самом деле. Значит, приезжаю я в Хельсинки, и меня тот, кто вез, выбрасывают недалеко от аэропорта в каком-то вот пригороде Хельсинки. Такие вот однотипные девятиэтажки стоят в лесу. Я со своим, значит, чемоданом тащусь к одной из этих девятиэтажек.
Сложно понять, какая она, та не та, потому что они на горе, а я внизу. Ну, чудом угадал, попал в нужную девятиэтажку. Поднимаюсь на этаж, переписываюсь с хозяйкой. И выясняется, что она тоже находится в этой квартире. Захожу и выясняю, что она говорит по-русски, что она россиянка, но живет в Хельсинки. Ребята, вы удивитесь, но мне сдали в аренду альков, то есть такой вот, как бы это обозвать, углубление в гостевой комнате, отделенное от комнаты просто стеклянной стенкой, без двери. То есть это не комната, это просто часть гостевой комнаты или зал, или как хотите. То есть часть кухни. По сути, это общее пространство вместе с местом, где люди общаются, с кухней. Да, потому что там была кухня, стол, и за стеклянной такой стеночкой, без двери, находится кровать. Хозяйка сдала мне в аренду свое спальное место. По факту. Я человек, который приехал из России, где стоят железные двери везде. Первый вопрос, который себе задал, это какое же затрудненное материальное положение испытывают финны и вот эта конкретная россиянка, если она сдала в аренду за, ну, навскидку где-то 25 евро спальное место, свою спальную кровать, и спала этой ночью со своим сыном в его детской, лишь бы заработать 25 евро. Но к вопросу о безопасности. Я вечером этого дня, когда приехал, пошел погулял, нашел шаурмичную, поел шаурмы. Вернулся, выпил пиво, снял стресс, что я наконец-таки выехал. Вернулся в квартиру, мне открыли. Ну, я постарался, думаю, ну, странно, что там она с ребенком, надо пораньше лечь спать, тем более я устал. Утром я просыпаюсь, я даже так устал, что забыл спросить, а как мне, как бы, закрыть, мне же уезжать. Утром я просыпаюсь, и лежит объявление, что типа, когда будете уезжать, просто захлопните дверь и все. То есть меня оставили одного неизвестного человека, я явно не тот человек, который бронировал жилье через Airbnb, потому что я не мог оплатить его, это бронировал для меня мой друг. То есть левый чувак в квартире один, делай что хочешь, ключ лежит, кстати говоря, ключ лежит. Я помню, что я утром ну, то есть у меня не было возможности покупать продукты, да и не было желания готовить. Я спустился утром в кафешку там внизу под этими девятиэтажками. Как сейчас помню, скушал вкусный fish and chips. Вот, утром. Почему бы нет? Вернулся обратно, открыл квартиру ключом, собрал свои вещи и захлопнул дверь. То есть все я это сделал на полном доверии со стороны хозяйки. Хотя мы с ней прообщались, ну, может быть, полчаса максимум. Вряд ли она даже мое имя запомнила. И потом я добрался до аэропорта, улетел. Как вы помните, я вам рассказывал, что я летел на каком-то маршрутке с крыльями. То есть это маленький самолетик с двумя рядами сидений. То есть один ряд с одной стороны прохода, другой ряд с другой стороны прохода. По-моему, даже был турбовинтовой. Суть в том, что скандинавские авиалинии умудрились на этом часовом перелете между Хельсинки и Копенгагеном уронить мой чемодан и разбить его. Вот. И отказались в конечном итоге заменять его на целый. Вот такие вот скандинавские авиалинии. Ну, авиакомпания, которая САС называется. И плюс еще и задержка рейса была, по-моему, где-то минут 40. Приехал я в Копенгаген.
ошибся я в плане того, насколько легко будет. Я арендовал, опять же, комнату через Airbnb, опять же, с помощью моего друга. Но в этот раз я решил арендовать комнату в центре Копенгагена, потому что у меня было сутки до следующего перелета в Барселону. Я думал, я сейчас буду жить в центре Копенгагена, похожу, посмотрю, что там, как там. Каково же было мое разочарование, что поезд из аэропорта Копенгагена ехал в центр где-то около часа, хотя там небольшое расстояние, но поезд ехал, потом почему-то остановился в середине пути, чуть ли не под каким-то там проливом в тоннеле. Я помню, что мы очень долго стояли, при этом датчане, не затыкаясь, общались, пили вино, пиво прямо в поезде. Ну, это, видимо, такая местная традиция. Ну, в общем, доехал я до центра Копенгагена, нашел ключ от, соответственно, квартиры. Захожу в квартиру. Квартира 3 спальни, или 2 спальни. И большая такая общая зала с красивым видом с 12 этажа на центр Копенгагена. Ну и уже была ночь, особо я там ничего не просматривал. Суть в том, что в квартире как будто мне показалось никого нет. Ну я, соответственно, вышел, купил самый дорогой бургер в моей жизни, который вместе с пивом обошелся мне в 50 евро практически. Да, Дания дорогая страна. Мне выделили место для сна в детской комнате. Я буквально, как в сказке Маша и Медведи, спал на детской кроватке. В мои-то, ну тогда я весил 77 килограмм, но все равно это много для детской кроватки. Вот, я, значит, спал на детской кроватке. У меня была переписка с хозяйкой. Хозяйка должна была появиться только на следующий день. Каково же было мое удивление, что утром, оказывается, в этой квартире жила еще японка, которая училась в местном университете и снимала комнату в этой квартире. А я был полностью уверен, что я один в этой квартире, ходил в трусах там. Вот. Я просто думал, что вторая комната, хозяйская комната, закрыта. Тоже цена вопроса, ну в Дании это дороже было, 33 евро за сутки я заплатил. И вот я, значит, хожу по этой квартире, и утром, опа, появляется японка, с которой мы немножко поболтали по-английски. И опять же, появилась хозяйка, приехала, мы с ней поговорили. Она где-то была за городом и решила, чего бы пропадать в комнате. И решила сдать спальное место. Понимаете, вот как мыслит? Я поеду на выходной в пригород и на это время сдам спальное место. То есть мне бы никогда в голову не пришло сдавать спальное место на Airbnb, если я, допустим, на сутки просто отсутствовал в квартире. Поразительно. Я тогда очень сильно удивился этому. Ну окей. И по своему опыту я вам расскажу. Я и до этого и после этого снимал на Airbnb. Люди очень доверчивые в Европе. То есть вот они буквально свое спальное место готовы сдать ради небольшого заработка. Вот какие-то там 25-30 евро. С поразительной степенью доверия. То есть никто не думает, что я могу за эти сутки там устроить какой-то пьяный дебош, вынести какие-то предметы, украсть из квартиры. То есть доверяют тебе как дальнему родственнику. Меня это, конечно, вот до сих пор, сколько времени прошло, 2,5 года, но меня это поражает. Потому что, хорошо, мои друзья, которые во Франции, они мне не только доверяли жить, скажем так, в хозяйских спальнях, но у меня была миссия, поскольку они владельцы гостиницы в предгорьях Пиреней, у меня была миссия по поводу того, чтобы принять гостей, взять с них деньги, убрать за ними в гостиничных номерах.
То есть я буквально был делегирован как представитель хозяев в этой гостинице на то время, когда мои друзья, они неожиданно заболели ковидом, и вот они 2 недели болели, и я 2 недели не только за них выполнял роль принимающей стороны хозяев в гостинице, но мне дали совершенно спокойно ключи от автомобиля и сказали, вот, типа, заправляй его бензином, а так и куда хочешь можешь кататься на этой машине. Я действительно с большим удовольствием покатался по осенним Пиренеям. Прекрасное место, ребята. Если захотите приехать отдыхать, рекомендую юг Франции в октябре и в ноябре. Вода еще теплая, все еще зелено, такая легкая желтизна, золотая осень. Очень хорошее время. Если примораживают только в ночное время, такой иней бывает. То есть как же доверяют мне, и не только мне, я думаю, европейцы, вот мои те хозяева, которые давали мне автомобиль покататься, и я на нем 2 месяца ездил, они никогда не видели мой паспорт, они никогда не видели мое водительское удостоверение, они просто мне поверили на слово. Вот коренное отличие европейцев от россиян. Здесь тебе верят на слово. И в этом я убеждался не один раз, что в принципе здесь вот понятие репутации и доверия, оно существует. В России я не могу представить ситуацию, чтобы вот какие-то друзья, ну, ко мне приезжают французы, я говорю, да, я верю, что у тебя есть права, я верю. Я не был вписан в страховку, я не, вообще, ну, просто чувак левый из России, с которым они знакомы, ну, пускай они знакомы со мной были в течение нескольких лет, вот, и до этого я у них гостил, но все равно, вот, отдать автомобиль я бы не смог так, как и сделали они. Я бы не смог сдать свое спальное место, я бы не смог сдать в аренду спальню своего ребенка, чтобы заработать какие-то 30 евро. Подписывайтесь на меня на этом канале, ставьте мне лайк, пишите комментарии, расшаривайте это видео. Я и дальше буду рассказывать свои истории, как я приезжал туристом в Европу, как я живу 2,5 года уже в Испании. До этого я 2 месяца провел во Франции. Я считаю, что это интересный опыт и поэтому достоин вашей поддержки. Прежде всего, ваша поддержка — это комментарий и распространите это видео по вашим друзьям, призывайте их подписываться. Ну а если вы станете моим платным подписчиком на YouTube, на Патреоне, на Buy Me a Coffee сделайте мне донат, а можете, если вы в России, на Бусти стать моим подписчиком, это еще лучше. Все, всем пока.